Всем привет! Всем привет, привет, привет! Я смотрю, думаю, включилась или нет. Всем привет! Привет! Спасибо, что пришли на эфирчик. Сейчас я включу здесь еще на телефоне. Сегодня у нас подсказки. Кому нужны подсказки, пишите подсказки. Если одна подсказка, пишите подсказка. Вот, так что начинаем эфир. Сейчас на телефончике тоже включу. Буду пока доставать карты, пока вы присоединяетесь. Зажгем свечку. Ой, ветер дует. Прям по свечке видно. Так, где там посмотреть, показать? Так. Ага, тут дует просто у меня. Поэтому свечка так колышется. Из стороны в сторону. Так, ну пока вы заходите, я здесь поставлю коробочку. Вот, тогда свечка, будет все нормально. Пока заходите на эфирчик, я пока буду доставать карты. Пока выложу их все. Все карты по подсказкам лежат в таких вот мешочках. Каждый в своем мешочке. Вот это первая колода, на которой будем смотреть подсказки. Ну, вы знаете, у меня, наверное, уже все колоды. Так, у меня опять места не хватает на столе. Так. Что-то придумать. Тут вот вторая колода лежит. Сейчас все доставим. Маленькая такая. Я еще тут, не знаю, может быть, будет время, посмотрим. А вот на этой колоде. Мы давно-давно не смотрели. Здесь про деньги. Вот, колода про деньги. Может, будет время, посмотрим. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер. Рада вас видеть. Подсказки на всех колодах. Можно? Конечно, можно. Вот это достану. Сейчас все достанем. И из будущего. Так, ну все, я готова. Сейчас. На третьей колоде подсказка. Хорошо, третья колода это вот это. Помните, да, третья колода это вот это, Галина. Всем приветы. Давайте начинаем. Ирина у нас. Ирина, подсказка. Доведите до конца начатые дела. Мне кажется, эта подсказка вам постоянно попадается, нет? Доведите до конца. И про отдых, я прям помню. Ну, в общем, надо довести до конца начатые дела. Для Ирины подсказка. Сохраняйте спокойствие. Это лучшее, что можно сейчас сделать. Спокойствие. Главное спокойствие, как Карлсон говорил. Спокойствие, малыш. Так, для Ирины подсказка. Существуют только те ограничения, которые вы придумали себе сами. Видите? А ограничения только в голове. Вы можете, вы все можете. Так, для Ирины. Остановись, перестань строчить сообщения, перестань следить, перестань зацикливаться на этом человеке. Просто остановись. Ну, в общем, не знаю, это вам виднее. О каком человеке вы думаете? Может быть, пишите ему. Нужно взять паузу, видимо. Может, какое-то событие должно произойти. Может, что-то переосмыслить нужно. Как-то вот так вот. Так, для Ирины послание из будущего. Ой, ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? Смотрите, тут развилка. У вас два варианта. Два. Если нету, то вот сейчас будет. Ну или вот-вот. Или уже
два каких-то варианта, и нужно выбрать. Подумайте, что вы действительно хотите. Подсказки на всех колодах. Добрый вечер, Анна, добрый вечер. Так что, Ирина, такие у вас подсказки какие-то необычные в этот раз. Не знаю, насчет, как будто не насчет одного вопроса, насчет как-то много всего. Здравствуйте, Гальшат. Можно подсказки. Сейчас мы смотрим для Галины. Подсказка для Галины. Ой, смотрите. То, что другие люди думают о вас, это их реальность, но не ваша. Не заморачивайтесь. Кайфуйте, да? Все же, кто бы что бы ни говорил, вас это не касается. Какая разница? Чувствуйте себя хорошо. Вот. Сейчас ссылку на донаты. Я ее забываю прикладывать все время. Я ее копирую, а прикладывать забываю. Ну вот. Теперь она есть. Так, для Анет. Ирина, спасибо. Галина, спасибо. Подсказки вам дала. Ой, смотрите, здесь еще что выпало. Не знаю, кому это. И может быть всем, кто смотрит. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Перевернулась подсказка. Какие-то знаки будет подавать вам Вселенная. Кстати, я даже сегодня заметила, вот в это время, которое сейчас, очень много подсказок. Замечайте, прям вокруг. В день, может быть, я не знаю, 3, 4, 5 подсказок прям. Вот у меня сегодня такое было просто. Прям вообще тут такое что-то происходит. Сейчас замечайте. Так, для Анет. Для Анет подсказка. Будьте решительны, и удача вам улыбнется. Будьте решительны. Удача вам улыбнется. Так, для Анет подсказка. Пришло время заняться здоровьем. Не упустите момент, когда можно легко все поправить. Можно легко все поправить. Так что, если нужно, сходите к врачу. Да, или займитесь спортом, если где-то лишний килограмм. Ну, мало ли. Для Анет. Относитесь ко всему проще. Еще чуточку проще. Проще, легче хочется сказать. Легче. Ольга, здравствуйте. Посмотрю донат, да. Я сейчас подсказки дам. А потом посмотрю, да, сейчас. Минуточку. Подождите, пожалуйста. Сейчас посмотрю по донатам, что. Да, Ольга, донат ваш вижу. Сейчас у нас для Анет подсказки. Для Анет, для Гульшат, и потом я вас посмотрю. Для Анет подсказка. Скоро произойдет что-то хорошее, только не дай своим тараканам в голове все испортить. Что-то хорошее произойдет скоро. Вау, будем радоваться, гулять. Я не знаю, почему так, но как будто вы будете радоваться. Радоваться и гулять. И вот выпало, кстати, она сама выскочила. Пора встретиться с друзьями, вы давно не виделись, удели им время. Смотрите, ну вот будете радоваться, гулять, наверное, вы встретитесь с друзьями как раз таки. Аннет, это вам подсказка. Сейчас это она сама выпрыгнула, но я сейчас еще вытащу. Для Аннет. Все в жизни можно изменить. И если ты ничего не делаешь, чтобы изменить то, что не нравится, то ничего и не изменится. Просто сделай первый шаг. Видите? Я говорю, будете гулять, походу с друзьями. Ой. Так. Благодарю, скоро любимому прилетит. Вот, это супер, да. Так, пусть поскорее прилетит, да. Так, для Гульшат подсказка. Измените свой взгляд на жизнь. Измените свой взгляд на жизнь. Как-то нужно по-другому посмотреть на эту ситуацию. Почему она, к чему она, зачем она и вообще. Вот, для Гульшат. Попробуйте все обратить в шутку и найти что-то позитивное в ситуации.
Обратите все в шутку. Было, и прошло. Не знаю, почему вот это в голову пришло. Было, и прошло. Олег Гульшат. Следуйте своей дорогой, и пусть другие люди говорят что угодно. Идите с высоко поднятой головой. Для Гульшат. Бунт! Пошли все это к черту. Вот, я, кстати, самые первые карты хотела вам сказать. Что пошлите, короче, что было, то и, в общем, оставьте в прошлом. Здесь бунт на корабле у вас. Вам это разрешено. Послание из будущего для Гульшат. Оставьте это в прошлом. Пришло время отпустить эту ситуацию, двигаться дальше. Смотрите, у вас одна карта прям вот другую повторяет. То, что нужно оставить что-то в прошлом. Было и прошло, как бы вот так и есть. Было и прошло. Спасибо, Гульшат. Так, все, я смотрю донатик. Смотрим донатик. Кому нужны подсказки, пишите пока. Ага, поняла вопрос. Сейчас посмотрим. В этом году. Так. Так, нужно что-то отсечь. У вас как-то ментально, внутри, в голове, то ли установки какие-то. Нужно по-другому думать, по-другому смотреть на взаимоотношения. Ирина, меня я послушала все советы за точно необычные подсказки. Да, успешно приятной недели. Вам тоже, Ирина, успешно приятной недели. Спасибо. Ольга, у вас тут надо, смотрите, чтобы встретить мужчину для стабильных отношений, для серьезных отношений, вам нужно отсечь свои установки прошлые, как вы думали раньше. Может быть, вы думали, что мужчина должен вам помогать или одинаково вкладываться. Вот не знаю, сейчас посмотрим, что это. Это чтобы было или чтобы это ушло. Да, ушло, вы хотите, чтобы ушло одиночество. Самостоятельная, самодостаточная женщина, как бы все могу, но нафиг мне это надо. Здесь вот так вот. Нафиг мне это надо. Не хочу страсти, хочу, чтобы он зависим был, чтобы голову, в общем, сносило от любви, от страсти. Вот тут вот так вот. Одной быть, да, тут как бы хватит. Могу, но хочу что-то другого, уже хватит. Здесь как будто какие-то люди будут вам встречаться. Видите, они до вас не доросли. Они еще маленькие, пажики, у них нет опыта. Ну, что с ними делать, как бы? И вам тут говорят, ну, подождите, вам нужно еще подождать. Сейчас посмотрим, что вам нужно сделать, чтобы он быстрее пришел, серьезно, такой партнер в вашу жизнь, да? Здесь как будто... Так, а что за мысли надо отсечь? О, смотрите, вам нужно отсечь мысли в голове такие, что... Вам нужно бороться за любовь, вам нужно выбирать партнера, а не себя. Вы не думайте головой, когда выбираете, вы выбираете сердцем, с кем вам будет хорошо. Не думайте, что нужно бороться за любовь. Не нужно. Если ему будет сносить голову, то будет сносить голову, независимо от того, что вы делаете, как вы делаете. Не нужно бороться за отношения. Если вы боретесь за отношения, если вы все держится на вас, то это не то. Как-то надо, знаете, отсечь вот такие мысли. Будут попадаться незрелые партнеры. Да, здесь вам как-то говорят, больше занимайтесь пока работой, становитесь классным специалистом в своей области, вот занимайтесь, отвлекитесь на работу, помогает это. Потому что все будут не те, которые будут просто говорить и ничего не делать. Может быть, они будут вам романтику создавать, там, не знаю, приятные такие вещи говорить, писать романтичные сообщения, но действий от них не будет. Вот. Да и вам они не подходят. Вам нужно серьезные, у вас определенные есть предпочтения, какой должен быть мужчина, представления о мужчине. Будут попадаться не те. И в следующем году что-то вы будете расстроены, все не то.
вот в 27-м году, далеко, конечно, вы поймете, что нужно выбирать себя, нужно бороться за свои чувства, за свои ощущения, за свои вот эти вот внутренние потребности, за своего маленького ребенка, капризничать, вот выбирать себя. Вам нужно понять это сейчас, вам не нужно бороться за любовь, кому-то что-то доказывать, не нужно подстраиваться под него. И если это не нужно бороться, не нужно вообще, потому что это значит не ваше. Вам нужен такой мужчина, с которым можно расслабиться и почувствовать себя девочкой, и покапризничать, если нужно. На батуте попрыгать, и он ничего не скажет, что ты же большая там, да. Как бы вот так, что не нужно бороться за это. Вот есть и есть. Когда вас будут беречь и заботиться. Вы это поймете почему-то только не скоро. Что вам нужно сделать, чтобы партнеры для серьезных отношений, стабильных, да, надежных, который вас любит, чтобы он поскорее вошел. Вам что нужно сделать еще раз? Вам нужно стать сильной. Смотрите, вам нужно стать сильной. Вам сейчас самое главное, когда вы общаетесь с мужчинами, вам нужно видеть, серьезный человек или нет, то есть серьезными намерениями или нет. То есть готов он брать за вас ответственность, готов он жениться или просто так встречаться, хихихаха и все. То есть вы должны, когда общаетесь с мужчинами, дать им понять, что вы хоть и сильная женщина, независимая, страстная, да, вы очень страстная, у вас, знаете, внутренний стержень, вам нужно наполниться своей силой, вы очень сильная. Надоело, конечно, я понимаю, надоело это все. Хочется, чтобы кто-то позаботился, побыть слабой, да, но это вот хочется. Здесь больше идет о том, что вот ваше дело нужно найти, ваше дело, то, чем вы хотите заниматься. Это может быть ваше хобби, дополнительный доход. То есть вам нужно переключить вектор внимания на себя, на свои желания, свою цель. Хотите машину купить, например, подумайте, как заработать, дополнительно занимайтесь, пройдите какие-нибудь курсы, купите программу, дайте объявление, что такое. То есть у вас тут своя цель, вы обретаете силу. И вы должны себя позиционировать как женщину, которая не будет встречаться с теми парнями, которые вот хихи-ха-ха, кино посмотрим, выпьем, там погуляем и все. То есть серьезное намерение у тебя есть, сможешь меня обеспечить? То есть как вот, где мы будем жить? Где мы будем жить? У твоих родителей, что ли? Что это такое? Ты серьезный мужчина или нет? Как бы, давай вот. А если ребенок будет? Как вот, где мы деньги возьмем? То есть у вас должны быть вот такое вот, чтобы вот вы должны это излучать. Вы должны знать, чего вы хотите. У вас свое дело, вы горите. И не подстраиваться под мужчин, вообще не подстраиваться. Он будет, наоборот, кайфовать, когда будет видеть, что у вас свое дело, что вы там что-то делаете, вы заняты, вам некогда готовить ему еду, потому что вы работаете, у вас там хобби или дополнительный доход, или вы копите на машину. Да, а он будет это принимать и будет восхищаться. Даже если он будет ворчать, он будет уважать вас. Как бы вот. Это понятно, что нет общения. Нет общения, вот тут у вас как бы и не будет, пока что. Пока тут не те мужчины вам попадаются. Будут попадаться, по крайней мере. Вам нужно, ну что именно? То ли это связано с финансами. Вам нужно, чтобы жизнь была стабильная, и нужно делать все не так, как раньше. Все поменять. Если, как для примера, нельзя надеяться на кого-то, да, у вас как-то тут тяжело, одной быть вообще тяжело как-то у вас надо, чтобы кто-то был, но почему-то пока не дают. Вот как вы занимались каким-то делом, зарабатывали деньги раньше, да, и сейчас меняется вся ситуация, и вам нужно что-то по-другому зарабатывать эти деньги. Или вот там, где вы зарабатывали, менять структуру, или, может быть, сейчас какие-то обновления, что-то новое, да, вот надо вот привнести вот вашу работу, поменять, не так, как вы раньше зарабатывали, а по-другому. И тогда вы пойдете к стабильности. Здесь как будто нужно, здесь трансформация у вас выходит, конечно, видите, чтобы выйти в стабильность. Переосмыслить все и как вот раньше уже не делать. Как раньше уже не работает вот эта система, как было раньше. Нужно поменять свою жизнь. К вам вообще идет по судьбе
какой-то мужчина, смотрите, он вам прям по судьбе, вам его, как говорят по этой карте, выбрал ваш род, который, вот видите, он прям скачет к вам, у вас мужчина уже есть, который должен быть с вами. Но вот что делать, чтобы он приехал быстрее? Здесь нужно как-то, смотрите, разобраться со своими страхами, сомнениями. У вас есть какие-то сомнения, у вас есть какие-то неразрешенные вопросы насчет партнерства, вот насчет партнерских отношений, как должно быть. Как должно быть в отношениях, вот как надо это проработать. В вашем случае как должно быть? В вашем случае как должно быть? Вы должны быть красивая, как говорится, мужчина, папа работает, а мама красивая, да, вот здесь так. Вы здесь красивая, можете покапризничать, можете позволить себе быть девочкой. Здесь у вас путешествия, возможно, какие-то разъезды. То есть вот вы вот в этом состоянии должны быть в общении. А он ради вас жертвует чем-то, он ради вас от чего-то отказывается. Да есть тут мужчина, он вот который к вам скачет, смотрите, он как раз для семьи, для благополучия, страстный мужчина. В бизнесе очень хорошо у него. Очень такой коммуникации много, он общается, общительный очень. У него тело может быть красивое, заниматься спортом может очень активно, руки могут быть красивые, такое вот он. Мужчина есть уже, но карта не учитывает временные рамки, да, не учитывает. Потому что меняется, вот от того, что мы что-то делаем, все меняется. У нас несколько направлений же, как мы может быть. И мы вот мы каждый день стоим перед выбором. Мы выбор делаем дофига, сколько раз в день. Встать вовремя или еще поспать. Пойти в магазин, постирать, искупаться, поехать с девчонком, встретиться ли с ним, написать. Все, что я буду есть там, вот это или вот это. То есть я пойду куплю, или я закажу, или я приготовлю, или куда-то съезжу там, да. Это все, там в каждой мелочи это может быть все меняться. В основном, почему не приходит человек? Потому что мы можем быть не готовы для встречи, потому что, чтобы должна произойти встреча, чтобы мы встретились, мы должны быть в определенных энергиях. То есть, если женщина самодостаточная и мужчина самодостаточный, они друг друга заметят, поймут и будут уважать друг друга. Но если мужчина самодостаточный, например, а женщина нет и не понимает то, что ему нужно работать, будь рядом, но не приноси деньги, бывает такое, они не понимают, девчонки, потому что как он может быть рядом и приносить деньги? Он живет на работе, ему надо деньги зарабатывать. А ей не хватает его внимания, например, его нет, она начинает его, издеваться, мягко говоря, над ним, а он не выдерживает, он может начать пить, у него может бизнес полететь. То есть это все, понимаете, когда она занимается каким-то делом, у нее есть хобби, она работает, да, то она понимает вот это, вот они вместе общаются, и они на одной волне. То есть они планируют вместе день, вечер, какие-то дела совместные вместе. Претензий нет никаких, потому что ты работаешь, я устаю, да, давай там подумаем, как это решить, давай там вот я вот туда заеду после работы, там куплю продукты, например, напиши список, да, то есть как бы это все решается. А если вот с претензиями тут общение, то есть это ненадолго, и смысл вам встречаться, если даже это ваш партнер, но вы в разных энергиях, вы можете не оценить. Также поэтому встречаются в нашей жизни люди, которые разбивают сердце, чтобы мы могли понять и оценить, как к нам относится по-настоящему хорошо, например, человек. Не так, что, так и должно быть, он так и должен ко мне относиться. А когда вот вы там пройдете, несколько человек таких, которые засранцы, вы будете ценить, вы скажете, какой классный у меня, какой ты у меня классный, какой ты у меня молодец. Не нюня никакой, мой такой хороший Мишка. Вот тут что-то должно произойти. Я поняла, да. Я красивая, она работает. Да, вот жертвует собой. Да, вот когда женщина тоже занимается, некоторые женщины просто не занимаются чем-то, да, и они немножко ему тяжело. Когда у нее свое дело, она немножко отвлекается, и она понимает его, поддерживает. Это важно.
Знаете, Ольга, вам нужно, вы смотрите, что вам нужно, чтобы пришел человек как можно быстрее? Вам нужно закончить то, что делает, то, что причиняет вам боль. Что вам причиняет боль? Это может быть причинять боль работа, на которой вас не ценят, на которой пользуются. Вот у меня такая тоже была работа, у меня тоже выпадала эта карта, это вообще жесть. Это когда вас не ценят, когда вас грузят. Вы делаете там, не знаю, работу за троих, но вас все равно не ценят. Понимаете? Вот, то есть вот нужно, чтобы с вашей жизни ушло вот это вот обесценивание, то, что причиняет вам боль. То, что вы думаете, надо, это надо, да нифига не надо. Вам нужно научиться кайфовать. Смотрите, кайфовать, отдыхать, то, что приносит вам радость, удовольствие, может быть общение, может быть путешествие, может быть язык выучить и общаться с другими людьми, чтобы мир стал шире. Что-то такое вот. Ну вот пока нету человека, пока нету, и как бы в будущем он и вообще он есть в вашем пространстве, его уже выбрали, но пока вы не встречаетесь с ним. Вы должны сами отсечь что-то, то, что причиняет боль, мысли какие-то неправильные почему-то. Ну, то есть еще будут какие-то ситуации происходить, чтобы вас вывести, ну вот, вам будет даваться выбор, да, и то есть как вы пойдете, что вы будете делать. Тут как бы много всего должно произойти. Тут нету мужчины пока что в вашем пространстве именно для серьезных отношений. Тут надо прорабатывать свое, себя, меняться. Вот которого вы заслужите, тот к вам и придет. Нужно ли его ждать? Как бы тут, ну, нет смысла его ждать. Просто мечтайте и думайте о том, как вам хотелось бы, какой бы он был. И все, встречайтесь с друзьями, отдыхайте, общайтесь. И с мужчинами тоже можете общаться, спокойно коммуницировать, общаться можете. Видите, тут вот как бы это никто не запрещает. Но он приедет для семьи, прям показано. Приедет для семьи, будет. Но пока нету. А почему нету? Потому что здесь вы не приняли решение. У вас нет стабильного, не знаю, вы вот решение, хочу или так, не знаю, постоянно сомневаюсь. Вроде бы вы выбираете что-то, а потом через какое-то время сомневаетесь в том, что вы выбрали. Думаете, а стоило, не стоило, может не надо. И вот это все тянется. И будущее, оно нестабильно. У вас нету пока что четкого будущего. Поэтому тут вот так. Сейчас подсказку гляну. Для Ольги подсказка на ее вопрос. Позвольте себе быть не идеальной. Видите, позвольте себе быть не идеальной. Не нужно никуда под кого подстраиваться. Думайте, как вы хотите. И учитесь кайфовать. Получать наслаждение. Вам, может быть, путешествовать, общаться, да, надо. Потому что мир станет шире. Вам нужно женскими энергиями наполняться, да. Потому что сильное все могу, это разбивать сердце вам. Как-то так. Так, мне сейчас надо будет отвлечься. Я, наверное, окошко открою, а то мне жарко. Ладно, я сейчас звук выключу, можно? Так, сейчас. И на минуточку прям. Вот, все. Все, я открыла окно, не могу, жарко стало просто. Еще кофту надела, мне было холодно. Дания Елманова, здравствуйте. Когда у вас появится партнер, вы можете написать подсказка. Я вам посмотрю подсказки на этой колоде. У нас вопросы, потому что за донатики. А я я не закрепила ссылку, да? Все, ссылку закрепила.
Сейчас посмотрю донаты дальше, пока донаты смотрю. Потом чат. Зефирка, добрый вечер. Да, Ирина тоже добрый вечер. Так, у нас сейчас Анет. Его мысли о вас. Классно, что прилетит. Я уже сама рада, не знаю как. Уже ждем его, можно сказать, вместе. Но вы больше, конечно, ждете. Я как бы так в сторонке постою. Так, его мысли. Он мысленно в планах уже. Вот он уже прям вот сейчас готов уже действовать. То, что он запланировал, он очень хочет теперь это сделать. Очень хочет. Быстро очень хочет, быстро. Чтобы быстро и легко получились все эти планы. Видите, быстро, чтобы прям по рыцарю мечей, молниеносно, чтобы поскорее уже прямо сейчас реализовать то, о чем он уже давно-давно думал, чтобы все получилось легко, чтобы все получилось именно. Без всяких препятствий, без проволочек, чтобы вот так вот. Вот об этом он думает. Он думает, как с вами встретиться, классно провести время, пообщаться и никому вас не отдавать, быть только в вашем окружении, а вы, чтобы были только в его окружении, обнять вас и никому не отдавать. То есть вот провести с вами очень-очень классное время, вы для него очень ценные, очень ценные. И он очень, кстати, уважает то, что у вас есть какое-то занятие, где вы уже классный спец, где вы вот в чем-то хорошо разбираетесь, где вы можете вот зарабатывать деньги уже вот это он очень уважает, вот это у вас. Ну что может быть еще в мыслях? Блин, смотрите, 2 карты подряд. Он думает, как приехать и воссоединиться со своей любимой, со своей маленькой девочкой. Смотрите, он просто уже, я не знаю, у него в мыслях только вот это. Как он приедет, как вы встретитесь. Любовь здесь, конечно же, тут прям взаимная любовь. Очень чувства его переполняют. У него в голове только эти мысли. Как приехать, чтобы было легко, чтобы все получилось, чтобы все реализовалось. Вот то, о чем он хотел, то, что он задумал. Ну, здесь прям вообще красота. Собственник он, да, ну вот. Смотрите, приедет и все, и у вас начнутся обнимашки, целовашки, тут прям все. Он вас очень прям обожает, очень любит. Вот. Что он хотел бы вам сказать еще, смотрю, он, наверное, уже сказал. То, что я так хочу с тобой свидание, я так хочу тебе, столько всего хочу тебе сказать, прекрасного, нежного такого, о любви слова шептать, как бы вот прям просто. И хочет прям любовь, морковь. Свидание хочет с вами, встречи, увидеться, рассказать вам все рассказать. Все, что он чувствует, что он думает, что у него происходит. Очень, вот тут прям очень хочет встретиться, очень прям ждет, что он приедет. Прям тут, знаете, вот, это как в мультике, вот сидит, да, у него везде сердечки, любовь, сердечки, любовь, такой весь прям. Вот. И вот поездка, как я встречусь, как приеду, так к ней, да как же вот она у меня такая прям, ой, прям, да. Он прям ждет. Видите, везде кони, везде движение к вам. Прям вот очень хочет. И вы по энергии подходите. Смотрите, здесь вот выпали, что я такой вот умный, и она у меня такая прям сексуальная. Как бы, ну вот мы друг к другу подходим, и я такой с характером, и она тоже у меня с характером. Здесь как-то так. Да, ему нравится то, что вы постоянно чем-то, что у вас свои увлечения есть. Да, вот это вот он очень уважает это в вас, вот то, что вот вы, да, спокойно занимаетесь своими делами и не ревнуете, не прессуете его. И он прям сам к вам просто липнет, прям вот у него прям магнитик к вам. Магнитик, любовь,
Вот вы раз и соединитесь уже. Да. Очень. Смотрите, опять дорога, опять дорога. Он очень хочет. Он думает только об этом. Думает о вас, о дороге, о вашей встрече. Чтобы вас никому не отдавать. Никому. Вот. Мысли вообще, он весь в любви. Я говорю, как будто вот он сидит, у него везде вот эти сердечки летают вокруг него. Он весь прям, он весь. И весь мыслями просто, что все, он уже приехал, приедет. Ой, смотрите, а у меня тут, оказывается, так громко было. Я потише сделала звук. Вот. Да, вы для него та женщина, которой он готов прислушиваться. Даже если он не будет показывать видом, что типа я все сделаю по-своему. Вот его слова, они западут в душу. То, что вы сказали, для него очень важно. Очень ценная женщина вы для него. Очень вас не хватает. В глазах сердечки, в сердце сердечки, вокруг сердечки, в общем, везде любовь. Вот он, просто розовые мишки. Давайте подсказку, что подсказку. Какая тут может быть подсказка? Тут вообще все хорошо, да? Будьте решительны, удача вам улыбнется. Ну вот так как-то. Будьте решительны, ну как бы удача вам улыбнется. И так понятно, что все нормально, да? Все улыбнется, удача. А почему нельзя с российской карты перевести донат? Я не знаю. Я не знаю, почему нельзя. Хотя пишет, что можно и с Виза, и Сбербанка, и тут еще какие-то мобилфон, ВКП можно ВКонтакте, Виза карт Европа, USD, то короче Юмани, PayPal. Там еще какие-то, может быть, нужно выбрать, я не знаю. Еще какие-то, которых я вообще не знаю. Не знаю. Благодарю за расклад. Вас тоже благодарю за вопросик. Сейчас дальше посмотрим донатик. И потом в чат вернусь. Хорошо? Ой, а у меня тут может еще донатик. Сейчас я посмотрю. Сейчас аноним. И еще потом аноним. Как относится к вам заловка сейчас? К вам относится заловка? Как она к вам относится? Ой, она к вам хорошо относится, но она считает, что вы удачливый человек, что вы, кстати, много где ездили, может быть, вы путешествовали где-то, у вас есть опыт переезда, поездки, вы как-то мир повидали, вы знаете, что да как. Вы очень активная, вы знаете, чего хотите, знаете, куда двигаться. Видите, тут вот и как будто удача на вашей стороне. Вот вы хотите, и как бы вот весь мир подстроится. Так, вот ей это надо, сейчас мы тут все развернем. Так, все, стоп, стоять, сейчас вот тут вот как-то. Она думает, что как бы вот удача на вашей стороне. Ой, знаете, вот ей вас нравится, что вы прислушиваетесь к своему сердцу, что вы очень душевный человек, открытый человек. Если вот вы, не знаю, вы выбираете сердцем, чувствами, эмоциями. Возможно, она думает, что рядом с вами есть мужчина, который вас разочаровывает и делает вам как-то больно и неприятно. Но это как бы делает вас сильнее. Вы знаете подход к какому-то мужчине, который очень серьезный, очень может быть халатный, может не проявлять своих чувств, но вот как будто вот он может быть из-за своей холодности ранить вас. Но вы не сдаетесь, как бы вот. А что ей не нравится в вас, смотрите, то, что вы, если это касается
ваших внутренних вот этих принципов, то вы против них не пойдете. Ей не нравится вот это, то, что вы как бы на компромисс не пойдете. Вот так должно быть. Я как бы знаю, что вот так лучше. И не стоит мне перечить, да, как бы вот в этом случае, например, в этой ситуации лучше сделать так. То есть ну, то есть вы не пойдете никого слушать, вы сделаете так. То есть у вас есть такое вот. Она хотела бы, знаете, она хотела бы у вас спросить, как это у вас получается? Получать то, что вы хотите. Как вот? А это получается у вас, потому что вы очень много стараетесь, потому что вы стремитесь, вы действуете, вы не сидите на попе. Если вы захотели, то вы будете пробовать, пробовать и пробовать. Но она хочет узнать как. Чтобы вы ее научили. То есть как к учителю к вам относится. То есть у вас есть определенный опыт, а у нее нету. И она хочет, чтобы вы ее научили. Как? Вот как? Вы знаете, она не знает. Она как ученик. А вы уже опытный такой, матерый человек, уже мастер. То есть вы уже прошли огонь и воду, знаете, как и что, она нет. Вот это она хотела бы, чтобы вы ее научили. Рассказали как? Я не знаю, если она у вас попросит деньги взаймы, не знаю, почему здесь так, то точно удостоверьтесь, что она вам их вернет. Или если уж даете, то не ждите, что вернет. Потому что человек может вернуть или очень-очень не скоро, или вот непонятно даже вернет или не вернет. Что-то с финансами. И даже, может быть, лучше, знаете, с финансами не помочь, а помочь, знаете, как не деньгами, а опытом. То есть подсказать, как лучше действовать. Потому что как-то деньги тут не решат проблему. Тут как-то человек должен по-другому это все решать. Не знаю, почему финансами получилось, что-то с финансами. Что еще спросить-то? Если какой-то проект или какое-то общее дело вы захотите делать, или там, не знаю, вместе поехать картошку сажать, можете ее взять как бы в компании, человек поможет. Можете вместе делать какие-то дела, там, не знаю, готовить. Я не знаю, просто что вы делаете вместе. Домашние дела, финансовые вопросы. Она неприятна. Вы только вот, знаете, тут вот что-то с деньгами тут, короче. Неприятно так потому, что она хочет у вас опыт. Это, понимаете, это когда человек, она как бы получается и восхищается то, что у вас получается, и в то же время это ее, ну, есть такие люди, это ее злит, это вот эта зависть, она не очень хорошая. Она, почему она с вами? Да, у нее этого нету. Смотрите, вот я вытащила, почему она с вами, почему она хочет быть с вами там. Она может быть нежной и пушистой с вами и подлизываться, вот это все, да, комплименты какие-то делать, потому что, смотрите, вы самодостаточная женщина, у вас есть, как сказать, вы излучаете достаток, вы знаете ответы на многие вопросы, вы уже многое добились того, чего у нее нет. И у нее этого действительно нет и не будет, видите? Она не знает, как этого добиться, поэтому она к вам может липнуть, чтобы это или забрать у вас, или научиться у вас, или как-то, вы знаете, у вас есть, а у нее нету, и как она не знает. Но опять же тут как-то... Вы можете общаться с ней, потому что вы знаете, как общаться, вы знаете, как
держать человека на расстоянии, когда нужно обрубить, когда все вы можете, когда нужно приблизить человека, когда нужно сказать, мол, мне некогда, и там как бы не вмешивай меня сюда, да, как бы вы можете контролировать это общение. Но она восхищается тем, что у вас все получается. Она думает, что это удача, хотя это очень большой труд. Человек не понимает просто этого, потому что, ну, видимо, не прилагает столько усилий. Да, человек привык перекладывать, знаете, свои обязанности на других людей. Эмоционально при том, пожаловаться где-то, там всплакнуть, сказать, что что-то там не так, что кто-то меня обманул, хотя это может быть неправда. Помогите мне, помогите, спасите, да. Человек не умеет брать обязанности, обязательства за свою жизнь, вот это вот как бы не очень хорошо. Но вы можете контролировать общение с ней, вы можете и как хотите. То есть тут нету такого, что что-то она может прям такого вам сделать. Нервы попортить, да, но то, что раньше делала. Но главное с деньгами что-то, если вы дадите деньги, то вы можете не получить обратно. Здесь как-то так может быть. Или очень не скоро, или не получите, или вообще там неизвестно даже получите что-то такое. Просто держитесь на расстоянии и все. Нет, вы должны быть стабильны, можно от нее как-то защититься, но вы же стабильный человек, она ниже вас по развитию, по восприятию мира, не знаю, вот. Вы как-то более стабильны. Вот и обращайте внимание не на нее, а на свою стабильность. То есть, видите, тут император, у него вот эта империя, у него тут такой трон, что не на ножках, если ножка сломается, а прям, смотрите, прям вот, прям в пол, прям такое, что вообще не сдвинуть. То есть вы свою жизнь, вот как-то, вот, не знаю, делайте стабильную, просто никого не пускайте к себе близко, да, мой лучше ее не пускайте. Но если есть возможность, держите на расстоянии просто, и все. Не реагируйте, не хотите, как бы вот и не общайтесь. Занимайтесь своей жизнью. Люди такие есть, а что с ними делать? Вот что с ними? Вот они везде лезут, завидуют, как бы вот почему у других получается. Они не видят просто, как это можно сделать, они не понимают, они не хотят. Они ленятся, они думают, что это все легко, а это нифига не легко. Это все труд большой. Как бы вот так. Ничего плохого она вам такого-то не желает, у нее так просто зависть, и она хотела бы то же, что у вас, да, вот, но нет, тут ничего такого плохого нету. Ну, то есть не воспринимайте ее дела, на себя не перекладывайте, за нее не делайте, вот и все. Вот как бы вот так. Сейчас подсказку. Подсказка. Оставьте новые дела на потом. Ну, пока вот занимайтесь какими-то текущими делами. Новые дела на потом. А, еще донат. Ну, хорошо. Я сейчас смотрю следующий пока донат. Зефирка, спасибо. Смотрим дальше. Аноним написал. Его мысли, чувства, действия. Так, смотрим. Его мысли, чувства, действия. Ваше имя же я могу сказать, да? Его мысли, чувства, действия. Смотрим донат. Так, сейчас посмотрим. Оля, да, Оля. Вот, Оля. Его мысли, чувства, действия к вам. Его мысли. Что он думает о вас? Это повешенный, это то, что невозможно что-то предпринять. Он не может, видите, тут то ли между вами расстояние, то ли холодность какая-то, просто не знаю, в каких вы отношениях, да, но то, что он не может ничего предпринять, он не может к вам приблизиться, он не может быть с вами рядом, потому что вокруг такие обстоятельства, то, что не зависящие от него. Даже если он хотел бы быть с вами, он думает в мыслях о том, что вокруг столько всего препятствий. Это может быть и расстояние, и люди какие-то, и положение какое-то, обязательства.
могут быть. Поэтому вот, не общайтесь. Ну вот, может, вот тут между вами может быть холодность и расстояние. Но он считает, что он ничего сделать не может в мыслях. Как бы он ничего не... Это не я. Это все вот это вот, не знаю, экран прорвало, что-то там еще там, ой, решаю дела там вот этого, третьего, четвертого, но это как бы это не его вина. Как будто от него не зависит. Может быть, он сам себя обманывает или нет, но тут как будто вы разошлись, расставание. Расставание это может быть пауза, а может быть просто расставание. Удачного эфира, Оксана, здравствуйте. Может, кто-то кого-то обманул, кто-то кого-то, знаете, здесь как будто вы расстались на почве того, что один не оценил другого, или что-то недосказал, или что-то обманул, да, как будто вот недосказанность есть, как будто человек просто не сказал, он знал, но вы же не спросили, и он не сказал. Могло быть такое вот. Может быть, внутри человек. Ну тут как-то закрылся, он закрылся. Будет ли он проявляться? Да, он хотел бы проявиться, он будет проявляться, при том, как раньше. Сейчас он закрыт, сейчас он закрылся, ему надо временно подумать, нужно действовать или нет. Как будто такая ситуация уже была, и он думает, как бы нужно, не нужно. И вот смотрите, он будет проявляться, вот он как раньше проявлялся, так и он опять вот это вот восстановит, опять так же проявится. Возможно, будет говорить приятные слова, комплименты. Вот я не знаю, сколько он раньше проявлялся, но вот это вот восстановится, вот это вот общение, проявление его, как раньше. Флирт какой-то, какие-то слова такие, добрым утром, до свидания, но они могут быть чисто такие, вроде бы. Ну, здесь будет внимание, внимание будет. Внимание, общение будет живое. В чувствах. Что он к вам чувствует? Ой, смотрите, он к вам чувствует страсть. У него к вам прям страсть. По рыцарю жезлов. Он очень хотел бы с вами страстных отношений встретиться обязательно просто, потому что вы какая-то нежнятина такая, нежная, нежная и манящая как-то, вот так вот. Прям по-женски, женская такая вот энергия у вас классная. Вы что, очень привлекательная. Вы как специалист классная, да, потому что вы в чем-то хорошо разбираетесь. Вы умеете как получать наслаждение. Вы знаете, как будто чего вы хотите. И вы такая женственная, что хочется прям к вам. Ну, как-то вот. Чувство у него здесь страсть выпадает. В чувствах здесь больше страсть. Страсть его к вам тянет. Ну, мужчина, наверное, это на первом месте, потом только любовь. Здесь больше страсти. Знаете, как будто, ну, не знаю, вы как будто не могли мимо пройти. Это как будто не такой, что вот мы могли мимо пройти. Нет, вы должны были встретиться. Чтобы он по-другому взглянул как-то на ситуацию. Вы должны были встретиться для его трансформации, понимаете, не для вашей. Ну, здесь вот, может быть, вам что-то нужно понять. Когда вы не общаетесь, вам нужно разобраться в себе и понять, чего вы действительно хотите, наполняться и прислушиваться к своим чувствам здесь как-то. Здесь больше его трансформация, встреча с вами, вот у него больше. У вас нет. Страсть, любви я не вижу, чтобы была любовь. Есть восхищение, страсть. Ну, можно сказать, что это любовь там? Нет, страсти. Здесь страсти, здесь больше страсти. Вы его привлекаете физически, его тянет к вам на таком уровне, вот на другом. Это не любовь пока что. Это пока что страсть.
Ой, она может, вот эта страсть может перерасти в такую привязанность, когда он уже не сможет с вами расстаться. Кстати, вот. Ему будет так с вами классно, что он не сможет с вами расстаться, он захочет встречаться, кстати. Я не знаю почему, но захочет вас видеть постоянно. Так что страсть может перерасти, да. Пока что страсть. Он, я бы не как сказать, ревнует он вас или не ревнует. Он вас немножко не понимает, он не все понимает вас, вы не открытая книга для него. Здесь нету такого, что он вас ревнует, но вы делаете что-то такое, чего он не понимает, и это причиняет ему боль. Потому что он вас не понимает, а хотел бы. Я не вижу тут ревности. Здесь боль не от ревности, здесь от непонимания, от того, что вы далеки друг от друга, вы не можете понять друг друга. Может быть, вам нужно поговорить и рассказать. Нет, тут большие страхи. Какой разговор? Все только в мечтах, только в мечтах. Я только мечтаешь все. То есть, как бы, нету тут ревности, тут очень много мыслей о вас. И он вас не совсем понимает. Не понимает, и вот это его бесит, и вот ему думает, ну вот, причиняет боль внутреннюю. Ну так вот про него. У него так. Как он будет действовать? Смотрите, он будет действовать. Если вы поссорились, то вы помиритесь. Если, не знаю, он бы хотел вообще с вами быть вместе, я не знаю почему. Почему? Но я не знаю, свободны вы или нет. Но если вы свободны, да, оба, да, то он хотел бы построить с вами отношения, он бы хотел любви, понимания. Он вас не понимает пока что, но он хотел бы, чтобы вы друг друга понимали, поддерживали, были на одной волне. Действия какие-то будут, действия будут такие, чтобы вы были вместе. А вот какие именно? Напишет новость, вам какую-то скажет, может быть, поставит свои условия, может быть, скажет, так, мне надо тебе кое-что сказать. Или в какой-то проект вместе вы будете делать на работе, работать в команде. Или он вам предложит, прям предложит отношения, может предложить. Вот. Потому что он будет с вами говорить, он вам какую-то новость скажет. Блин, ну чего это касается? Ай, не говорят, не говорят. Он вам какую-то информацию скажет, в общем, не говорят. Не насчет отношений, не насчет работы, тут 50 на 50. А насчет чего? Подожди, говорит, подожди, нельзя пока, подожди. В общем, что-то, у вас будет разговор, в любом случае будет разговор. Но вот на какую тему, не пойму, не говорят, не говорят. Там будет касаться так вскользь работы, но это будет не рабочая сфера. И вроде не отношения. Может быть, на свидание вас пригласить? Не знаю. Он как-то будет делать так, чтобы вот, чтобы организовать встречу с вами, видите, свидание, встречу. Как будто он захочет отношений с вами. Но пока так. Так в апреле прям, что ли? Прям в этом месяце может даже предложить. Как будто поменяется, когда что-то случится. Он может что-то сделать, что не приведет к тому результату, который он хотел. И он будет пытаться снова, но не получится. Что-то у него, ну, у него много мыслей, короче, у него много мыслей, он еще не знает пока что, как действовать, но будет действовать так, чтобы вы стали парой. Ну, вот у него когда внутрь, я не знаю, быстрее никак не сделать, быстрее, у него какая-то внутренняя борьба происходит сейчас, он очень-очень много думает, он очень много взвешивает, стоит, не стоит, так или так.
И неожиданно он примет решение, скажет, ну нафиг уже, хватит, устал я думать, устал я взвешивать, мне это надоело, хочу к ней. Ну, как будто отношения он может вам предложить, или сказать о своих чувствах, или куда-то вас пригласить, вы будете общаться. Потому что нет, он не сможет вас отпустить. Он не сможет вас отпустить, он вас будет соблазнять какими-то красивыми речами, словами. Может спросить у вас, что вы хотите, как вы хотите, может выведывать. Или, например, вы там сказали, что вам что-то нравится, или у меня ручка сломалась, он вам раз ручку. У меня ручка есть, смотри. И выберет еще самую красивую, как даже если какая-то девушка ему там где-то когда-то подарила, а он вам ее отдаст, даже если новая. То есть какое-то внимание будет вам уделять. Вот эти вот будет, чтобы вы не сказали, он это запомнит. Потому что после того, как он решит вот эти внутренние противоречия, он определится, что все-таки он хочет, чтобы вы были с ним рядом, в его ближайшем, по крайней мере, будущем. Да, он вам предложит, мне кажется, он вам предложит встречаться, общаться, свидание. Тут просто погружение в любовь, погружение в эмоции, просто вот окунуться с головой, наслаждаться друг другом. Он может предложить вам отношения. Потому что когда он уже решит, подумает, да, тут даже вы можете быть вместе, как постоянный партнер ваш может быть. Но это он должен решение принять. То есть он думает, приглашает вас, больше общается. Потом у него такое возникает, что все, я никогда в будущее без нее не вижу, мне с ней классно, надо как-то продумать план, чтобы мы с ней почаще встречались. И начнется. Тут как-то так. И даже будущее можете построить вместе, как супружеская пара тут, как жить вместе. Дети могут даже быть. Даже официально. Это может даже официально или неофициально жить вместе, я спросила. Даже официального брака можете дойти. Вы можете прям официально расписаться. Здесь даже до такого. Но пока он решает и думает. Пусть он думает, он такой человек, но если он решил, да, то все. Моя, значит моя. Пока что у него страсти больше, страсть на первом месте просто. Но у мужчин это нормально. Это наоборот хорошо. Вот, так что... Ну, а это мужчина сам состоит из страсти. Женщина из любви, а он из страсти. Поэтому подождите немножко. Он придет, он все сделает, он, не знаю, будет общаться, проявится. А вы просто работаете, занимайтесь работой. Да, и если он объявится, он может объявиться очень быстро, очень скоро, куда-то вас пригласить, куда-то можете вместе поехать, можете даже по работе вместе поехать. Или на работу, или с работы, что-то такое. Очень быстро может проявиться. Занимайтесь своими делами, короче. Вам ничего делать не нужно. Нет, вам нужно быть загадочной и наблюдать. Вам делать ничего не нужно. Просто наблюдайте. Вот. Так. Подсказка вам, подсказка на ваш вопрос. Не отказывайтесь от новых знакомств. Не отказывайтесь от новых знакомств. Такая подсказка. Ох, он будет вас ревновать. Я просто посмотрела, не отказывайтесь от новых знакомств. Он будет ревновать, он будет следить в соцсетях. Да, ну как бы... Ой, ну тут целый процесс, он будет думать, решать, в общем. Ну ладно, ну общаться-то можно, чего такого-то. Вот, так что спасибо за ваш вопросик, Оля. Давайте сейчас посмотрю, есть ли донатики еще. Да, есть донатики, есть 2 донатика. Аноним. Татьяна и Анна. Давайте смотрим. Так, воссоединитесь ли вы с ним, да? Будет ли он проявляться и когда? Так.
Так, Татьяна, смотрим ваш вопрос. Блин, знаете, когда вот он с вами общается, он пытается отстоять свою позицию, доказать вам что-то, что может быть, вот, что касается вашего выбора, что, может быть, вы просто придумываете, что это иллюзия, то есть как будто вы сделали, может быть, выбор правильно или неправильно. Нужно было сохранить, что есть, не разрушать. Ой, ну, в общем, он может вам говорить всякую фигню. Вы правы, что несерьезно, да, что вы не чувствуете серьезности, когда он вам пишет, да. Ой, так и есть, что это никакой серьезности. Он вообще даже не уверен еще то, что он хочет, он не определился, он может писать всякую ерунду, он может, кстати, писать, я не знаю, пьет он или нет, но он может писать, да, когда выпьет, ну, то есть какая-то фигня, какая-то вот помутненный разум, когда что-то такое он может писать, ерунда, правильно чувствуете. Серьезности тут нету. Так. Соединитесь ли вы еще? Смотрите, тут не показывает, что вы соединитесь. Здесь разочарование. Да, и разочарование, и конец взаимодействия. А если вы сойдетесь? Если вы сойдетесь, вы будете думать, что все возможно, что все можно восстановить, а он будет думать, как мне тяжело, столько ответственности, что делать. То есть ему будет тяжело. Если вы расстаетесь, вы будете очень в гневе, так сказать. Почему так получилось, тут и ревность, и эмоции будут зашкаливать, когда вы можете сделать что-то или сказать что-то, а потом пожалеть. Но вы у вас как-то резко скачок будет, прорыв какой-то можете совершить. А он, если вы расстанетесь, скажет, да никогда больше на эти грабли не наступлю. Да ну нафиг. Хочет ли он быть с вами? Нет, он, смотрите, а он решил, что уже он не хочет быть с вами, что ему так хорошо, что разошлись. В будущем он захочет быть с вами? Ах, он засранец. Блин, какие-то у него вокруг женщины в будущем, вокруг него. Я не знаю, я когда думала про вас, спрашивала, хочет ли он быть с вами, но я не знаю, как это касается вас. Тут женщина, хочет ли он быть с вами, хочет ли он быть с вами еще женщина. Как бы я не знаю насчет будущего, но пока что ему это тяжело. Быть с вами он пока не хочет. Он думает, разошлись и все, пока. У вас, возможно, если чувства есть какие-то в глубине. 2 месяца назад решил, что не хочет быть с вами. Вот то, что он пьет, это нехорошо, потому что он разную фигню может вам писать. Это несерьезно вообще. Почему-то у него в мыслях в будущем какие-то вообще у него несколько женщин, как будто вот. Да, он может встречаться в будущем с кем-то. Знаете, как вот приехал, уехал, победил и все. У него будет на первом месте, у него может быть несколько женщин в будущем, даже если он будет с вами. Он какой-то несерьезный, какой-то безответственный, что ли. Какая-то, вот, знаете, как будто вот его желание, его страсть, это важно. Это главное. Типа, я не виноват, вот как бы, да, ну так получилось. Ну и чё? И что вот? Типа ему все можно, вы будете его ждать, да, он будет вот это в этот
Сердце вам разбивать, короче. Он может сказать, что встреч больше не будет. Тут он может вас обманывать, что он не приедет, но может резко как-то поменять тактику, написать вам что-то. То есть, знаете, он может резко поменять тактику. Когда он, кстати, вас может приревновать, может не отдать вас другому мужчине просто потому, что не хочет. Не значит, что хочет быть с вами. Но как будто он может сменить тактику, что-то вам сказать, по-другому себя вести. Бабника, но он несерьезно как-то он в отношениях. То, что он пьет, тоже это нехорошо. То, что обращает внимание на других, тоже нехорошо. Тут как-то нету, то есть тут прям вот не очень положительные качества у него. Хочет ли он воссоединиться, он считает, что... Он, кстати, может быть, он считает, что брак это важно, что он не хочет разводиться, потому что это удобно при общении с другими женщинами. Никто на него не будет претендовать. Какая-то такая фигня. То есть он согласен быть в браке, но чтобы это был свободный брак. Какая-то такая ерунда. Да, опять получается, смотрите, но уже второй раз, чтобы в браке и еще кто-то он не против, да, чтобы кто-то был и гулять. И тоже вот как бы в отношениях, но чтобы кто-то еще, как-то третье лицо. Какой-то вот он какой-то несерьезный насчет отношений. Или не готов, или у него этого нету. Желания нету. Он хочет делать то, что он хочет. Как будто он не позволяет себе все. Хотя он тут позволяет, мне кажется. Он хотел бы делать все, что он хочет, просто. А он может потерять вас. Но вы, если остаетесь вместе, то у вас тут так и будет продолжаться. Вам нужно будет его контролировать. Тут и ревность будет, и нужно будет вспышки гнева как-то немножко ревность приглушать. Вообще, если вы остаетесь вместе, то тут не очень хорошая карта. Да? Если вы расстаетесь, то вы тут обретаете полное счастье свое. Без препятствий просто. Да, вот просто нужно уйти от этого. Потому что... Да, но тут, видите, тут разрушается стабильность, разрушается совместное проживание. Этому пришел конец. Возможно, дележка имущества тут даже. Но знаете, вы можете познакомиться с мужчиной, очень классным, который умеет зарабатывать, и при том, что вы можете познакомиться как-то по рабочим моментам. Да, и прям вас очень страстно может друг к другу тянуть. И это тот мужчина, которого вы заслужили, которого вы притянули. Но если по страсти, я не знаю, что тут вам нужно будет прорабатывать, какой-то мужчина, то есть как бы у вас впереди есть мужчина, классный, который умеет зарабатывать деньги. Он может вас, конечно, ограничивать, но это смотря в чем ограничивать. Может быть, вы сами рады в чем-то себя ограничить ради такого мужчины, не знаю. Вот. Правильно ли вы сделали, что поставили точку, смотрите, по солнцу? Вы просто... можно сказать, молодец. Прислушались к себе, к своему внутреннему этим ощущениям, вы почувствовали себя свободной, когда вы закрылись от него, когда поставили точку.
И что это вам принесет? Это вам, наконец-то, вы будете наполнять себя. Вы можете больше зарабатывать, в вашу жизнь будут приходить новые проекты, новые люди. Вы можете стать для кого-то значимой женщиной. То есть как бы у вас полностью полное наполнение женскими энергиями, достаток и процветание. Тут как бы вот это вот будете излучать. Вот такие возможности у вас открываются. А с ним вы как в ограниченном пространстве. Вот, и все. Только так и никак больше. Он будет проявляться, но вы с ним не воссоединитесь. Ну, вы как бы можете воссоединиться, вот вопрос у вас, вот это как бы, воссоединитесь ли вы еще? Вы можете это сделать, здесь нет такого запрета. Я посмотрела же, что будет, если вы воссоединитесь, а что будет, если вы не воссоединитесь. Ну, вот... вы не воссоединитесь и воссоединитесь. Тут как бы 50 на 50. Вы можете и не воссоединяться, и вы можете воссоединиться, и у вас будет страсть. Тут как бы на время. Тут от вас зависит. А будет ли он проявляться и когда, он вам стабильности, надежности не даст. То, что он говорит, он вам может дать любовь втроем. Вот и все. Он может остаться в браке, он так и хотел бы остаться, но у него кто-то будет еще. Если вы согласны на это, вы можете быть не согласны, да? Если вы согласны на это, то как бы вот нормально все. Можете и оставаться с ним, вот. Но я говорю то, что он вам может дать. Он вам не может дать стабильности, что вы будете вместе. Он вам может дать нервотрепку только сложную. Вот. Пытаться вернуться он будет, он придет, как ни в чем не бывало, будет, вот я же твой родной, я такой-сякой. Будет он пытаться вернуться, воссоединиться, восстановить семью, да, но он придет по страсти, потому что его будет тянуть к вам, он захочет, вот, чтобы тепло, уют, чтобы его ждали, да, чтобы вот было куда прийти, есть такое, да, потому что вы его наполняете, вот. Но он будет действовать из своих интересов, из своих, чтобы у вас забрать энергию, чтобы насладиться, получить удовольствие. Но стабильности он вам дать не может. Видите, вот тут выпадает, что он вам даст, он ревность, подозрение, и кто-то третий будет в любом, тут как бы вот опять Верховная Жрица выпадает. И там выходило, что втроем, и тут выходило, какие-то тайны будут от вас. Ну вот как вы хотите, вот, ну вот так вот он может это дать просто. Вот. Поэтому вы можете через это пройти, вы можете это принять, потом можете понять, не сразу можете как бы проверить, как он будет себя вести. Просто это немножко время ваше, поэтому если хотите быть с человеком, то будьте с человеком, просто готовьтесь, да, что время от времени вы не будете знать, где он, с кем он вас будет обманывать, вот, где он, с кем он. Это будет вас, это обесценивать будет вас. Как бы вот это вам выбирать. Ну, вы можете. Просто кто-то так живет, знает, что он гуляет, но он деньги приносит, например, живут вместе нормально, как бы вот. Поэтому я просто не знаю, как вы хотите. Бывает так, что в семье муж гуляет и жена гуляет. Знают об этом и нормально. Как бы, но они платят вместе ипотеку. Ну, блин, у всех по-разному просто, разные просто отношения. Вот вам говорят, совет вам, подождите и увидите, если вот не хотите сейчас принимать, подождите и увидите, да, как он будет действовать. Он придет восстановиться, он будет проявляться, а потом опять исчезнет, а потом опять будет проявляться. И когда он будет исчезать, вы не будете знать, ну, как бы, где он, ну, будет такое вот шаткая все, неуверенность. Вот так вот. Нет, у него сейчас никого нету. У него сейчас никого. Он может думать только об этом, чтобы там где-то что-то встречаться, переписываться, может быть. Нету. Сейчас нету.
Он сейчас с чем-то борется внутри себя, ему тяжело, он расстроен, он делает какие-то действия, которые его расстраивают, он не получает то, что он хочет. Нету с ним другой женщины пока что. Вот. Так что так. Сейчас, подсказка. Подсказка на ваш вопрос. Не начинайте новое. Ну вот, заканчивайте что-то старое, не начинайте новое. Или продолжайте и смотрите, как бы вот время покажет. Время покажет все. Тут как бы вопрос в том, что вы ему позволяете делать, а что нет, как бы, к чему вы готовы. Если вы готовы, то все нормально. Ой, когда он вернется, карты не покажут, потому что это от обстоятельств зависит. И тут нету четких временных рамков. В мае. В мае он вернется. В мае вернется. Может даже на майские праздники. Да, он такой, знаете, вернется в мае. Может быть, захочет проманипулировать как-то. Так что это в мае он придет. Приедет, прискачет, придет в мае. Все в мае получается. Чего-то он вам не договаривает, но это уже вы там разберетесь. Так что в мае. Так, давайте дальше посмотрим. Как относится свекровь? Так, как она к вам относится? А по-разному. А зависит от настроения. А зависит от того, как вы себя ведете. По-разному. Опять же, видите, двоякое, два меча. По-разному. По-разному относится. Но она свои чувства может, кстати, закрывать и скрывать. Она может не показывать вам то, как она к вам относится. Это у нее внутри. Она может не показать. Она, кстати, к вам справедливо относится. Она относится справедливо. Она открыта ко всему новому. То есть у нее нет предубеждений каких-то. И почему-то страхи, тут ничего, она боится. Боится, что вы можете ее влияние забрать себе. Вот, смотрите, она к вам, она видит, какая вы, она вас четко как бы осознает, все ваше влияние, да, но она открыто относится, хоть и скрывает. Но вот страхи, Татьяна, и вам спасибо, страхи того, что вы как будто заберете ее власть себе. Вот эти вот страхи у нее есть. Да, и вы этого достойны. Вы достойны забрать ее власть себе, поэтому у нее есть такие внутренние страхи, немножко она боится, иногда накручивает, что ваше влияние может быть больше, чем ее. Вот так вот у нее. Вот. Она вас может научить, как принимать правильное решение. Кстати, совет можете у нее спрашивать. Что-то насчет денег. Что насчет денег? Насчет... Она ревнует своего мужчину к вам. Потому что вы больше можете с ним время проводить, а она хотела бы как раньше. Понимаете, ну вот, ей не хватает своего мальчика, там, своего, да, как бы вот, вы видите, семейные вот этих вот отношений, как вот раньше они были. И она ревнует к вам. Ну, это как бы вот так вот. Плохого она вам ничего не может сделать, нет, потому что, как бы, ну ничего она вам не сделает плохого, потому что сын скажет, ты чё там, нет, она не будет идти против своего сына, ничего плохого она не сделает, десятки мечей, нет. Что плохого такого она может сделать?
Она может только огородиться, чтобы защитить свои позиции. Аккуратно, аккуратно, чтобы меня с трона никто не сдвинул. Так, аккуратненько, тихонечко. Стоим, молчим. Вот. Так что, ну, тут так вот. Она видит, какая вы успешная, она видит, что вы в чем-то разбираетесь классно, да? Она как-то видит реально, она сама себя не обманывает, она все видит, как есть, как бы вот четко. Вот. Забавные. А, что она от вас хочет, например? Ну, например, что бы она от вас хотела? Чтобы ваши отношения были по-другому, да, и что? А, она не знает, что она хочет. Она хочет, чтобы вы по-другому общались, то так, то сяк. В общем, не знает, что она хочет. У нее внутреннее противоречие. Она вроде и хочет с вами общаться, и не хочет, и не знает как. И вот, ну, периодически, ну так и пока, ну так в начале карты была, что она то так к вам относится периодически, у нее как-то меняется отношение. Здесь так. Она, знаете, она вот может что-то не договаривать, если сын не узнает, она может вам что-то не сказать. Но если узнает, она, короче, может получить по жопе, поэтому она не будет ничего делать. Это как-то завязано на ребенке, на сыне как-то вот, и она не будет что-то вот. Да, она как-то легче к этому относится. Нет, она не будет. Она как бы зависима от обстоятельств. Вот так вот. Это не в ее власти. Поэтому она так за свой трон боится. Это не в ее власти, чтобы что-то тут менять. Прислушивается ли она к дочери? Ну, тяжело ей прислушиваться к дочери, потому что дочь... Дочь, она какая-то нестабильная, какая-то вот у нее нет постоянства, она, возможно, не знает, чего хочет, у нее как-то вот тяжело ей к дочери прислушиваться. Потому что у дочери какие-то ограничения есть, притом в отношениях, в общении, какие-то представления у нее другие. Вот мама, она больше открыта миру. Она больше понимает, у нее как-то больше тут, она может чего-то не говорить, да, но она многое знает. Поэтому дочка тут, она вообще, дочь многое не знает. Ей тяжело от того, что, знаете, вот дочь может что-то говорить такое, что, ну, накручивает себя, что-то придумывает. Я бы сказала, что она сильно-то не прислушиваться, у нее свои мысли есть, на любой счет у нее свои мысли есть, потому что она видит. Она может не сказать, но она сама видит все как есть. Она сама примет решение, вот как бы вот ей тут не надо ей вот это вот. Она может послушать, но она сама примет решение из своих соображений. Видите, у нее есть тоже, у нее свои приоритеты. Вот. Да я бы не сказала, что она слушает. Она все равно сделает по-своему. Она сделает по-своему. Может то не сказать, но сделает по-своему. Как бы вот тут нет такого, что прям
сильно прям влияет на нее. Сестра прямо хочет все примирить. Ну, да, мама, она не хочет войны, она не хочет, и ей тяжело понять, кстати, вот, ну, тут как-то... Что, смотрите, что делать, чтобы с ней были хорошие отношения? Вам нужно честно проявляться просто. Вам нужно как общаться? Открыто, честно, вот все карты на стол, все как есть. Вот что чувствую, то и говорю. Ну не нравится мне вот это, вот не нравится. Ну вот не досолила, так не давай досолим. Вот будет супер, если досолим. То есть с ней нужно общаться с любовью, но говорить правду. Дарить подарки. Это вот внимание с ней, чтобы вот все хорошо, это внимание нужно. Подарки на праздники, на дни рождения, там, ну, что-то такое, внимание, гостинчики. И общаться с любовью. Так вот, как вы хотели бы, чтобы с вами общались, так и с ней. Вот. И как-то вот говорить правду, знаете, мягко, с любовью, нежно, там, вот так вот, как бы, вот, и все. Тут нету такого что-то прям вот. Так, подсказка на ваш вопрос. Мечтайте и действуйте, ваше желание обязательно сбудется. Вот, так что здесь вот так вот. Ну, давайте сейчас чат почитаем. Так, когда появится партнер, Дания, так, я уже говорила, что у нас за донатики, да? Так, Ирина. Послание на всех сейчас. Ирина, синенький такой кружочек. Так, сейчас. Сейчас я перейду здесь. Ага. Давайте смотреть. Ирина, синенький кружочек. Наконец-то добрались до вас. Так, послание на всех. Так. Первое послание. Будьте решительны, и удача вам улыбнется. Тыдынс, тыдынс. Второе послание для Ирины в синем кружочке. Что бы вам хотелось больше всего? Сделайте это. Доставьте себе удовольствие. Юсуф, добрый вечер. Ставьте лайки. Как платить донату на карту? Там вы, в общем, проходите по ссылке и нажимаете. Там уже будет высвечиваться. Вам предложат, наверное, карту. Я не знаю, я не оплачивала. Но я видела, что там карты можно оплатить. Так, выпадает, смотрите, вот эта карта. Ирина, сейчас я еще вытащу, но вот это выпало. Не ищите злой умысел там, где все можно объяснить глупостью. То есть человек не со зла, а по глупости какой-то что-то там сделал. Поэтому не знаю, кто это, кто-то из окружения. Так, для Ирины, теперь еще раз сама вытаскиваю уже. Хорошая новость уже в пути. Хорошая новость уже в пути. Что-то хорошее. Ой, хорошие новости, это просто супер. Особенно, когда вы ждете, когда они вам просто нужны, жизненно необходимы. Мне сегодня такое было. Я искала один документ, я пока ехала в дороге домой, и у меня в голове только это было. Хоть бы я его не оставила в другом городе, хоть бы я его взяла. Это просто хорошая новость, я его нашла. Так, для Ирины послание. Ты чертовски восхитительна. Лучшее, что могло случиться в твоей жизни, это ты. Миру нужны твои таланты и энергия. Так что чертовски восхитительно. Так что кайфуйте от жизни, от себя. Делайте что-нибудь такое. Такая для Ирины. Так, послание из будущего. Нужно немножко подождать. Ни о чем не беспокойся, всему свое время. Видите, главное, что ни о чем не беспокойся. Это уже хорошо. Значит, там все решится как надо. Значит, не надо там бежать куда-то, что-то там. Вот. Оксана Иванчина только пожелала удачного эфира, подсказки не попросила. Вот.
Юпи. Юпи, тут кто-то писал что-то там, я не знаю, удалили. Алла Каминская, добрый вечер. Тест на собеседование, я не могу вам сказать. Учите, вы все сдадите. У нас как бы, вопросы за донаты. Донат там 200 рублей. Пока что так. Подсказку могу дать. Можете попросить подсказку, подумайте о своем вопросе, а я достану подсказку. И вы переложите подсказку на свой вопрос. Вот, только напишите подсказка, и все, я вам достану. Хочет ли возобновить отношения, Юпи? Здравствуйте, Анжела. Так, у нас, в общем, вопросы за донатики. Подсказка, если нужна, я достану. Зарина, добрый вечер. Можно послание, можно... Когда вы говорите послание, я думаю послание из будущего, потому что подсказки — это подсказки. Я послание достаю. Угу. Не получается? Я не знаю, почему не получается. Там можно выбрать и валюту, и как платить. Я не знаю, почему не получается. У кого не получается оплатить, можно будет написать в Телеграме. Я могу только, если что, дать номер карты. Хотя тут по карте-то можно оплатить. По номеру телефона. Я пока не знаю, как можно оплатить. Если только, говорю, в Телеграме мне напишите. Я вам могу дать данные во время эфира. Следующего только если. Для Зарины послание будущего. Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Короче, заходите в магазин и увидите там красивого мужчину и говорите: мне нужно вот то, достаньте вот на самой верхней полке, даже если это вам не нужно, пусть он вам достанет. Короче, попросите о помощи вот так вот. Да, будет интересно познакомиться. Или на кассе там: мужчина, у вас есть карточка скидочная, можете мне дать? Забыла, вот телефон сел. Не знаю, почему мне это приходит на ум, не знаю. Если нужна помощь, попросите просто. Это тяжело, я знаю. Это невозможно даже иногда. Так, и подсказку давайте вам гляну. Для Зарины. Будьте осторожны в словах. Будьте осторожны в словах. Чего это касается-то? Возможно, вашей работы. Карьеры. Так, дальше. Карту дня на завтра. Вот как я вам дам карту дня? Карту дня я даю подсказки. У меня подсказки же. Подсказки. Вопросики за донатики. Юлия М. Юлия М. Карта дня на завтра. Ставьте, кстати, лайки, пожалуйста. Кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, потому что у нас эфиры каждую субботу. Можно прийти и подсказки просто спросите, и вам будет подсказка. Света Е. Подсказку карт. Сейчас посмотрим. Подсказка для Светланы. Светлана, вы творец своей судьбы и удачи. Как хотите, так и будет. Просто действуйте, спланируйте. То есть все возможно. У вас нет преград и препятствий на данный момент времени. Подсказку по отношениям Юсуфу. Сейчас дам подсказка по отношениям. Подсказка по отношениям. Мечтайте и действуйте, ваши желания обязательно сбудутся. Насчет отношений не сдавайтесь. Видите, думайте, о чем вы хотите, и действуйте. Действуйте. Вы что-то желаете, о чем-то мечтаете, действуйте, пытайтесь. Про отношения. Вот, кстати, могу сказать насчет отношений, как пример из жизни. Это есть такой человек, на самом деле, прямо сейчас. И это происходит тоже прямо сейчас. Мужчина хочет познакомиться с женщиной,
с девушкой, там, да, парень хочет с девушкой познакомиться, но еще пока не знает, с какой, просто хочет быть в отношениях. Ему одному тяжело, там хочет девушку, девушке красиво, но ему хочется в отношении. И что он начинает делать? Ему там говорят, вот, да ты такой сякой, там всякие бабульки там. Он что идет? Он идет в спортзал. Он приходит на работу со спортивной сумкой, после работы идет в спортзал. То есть он понимает, что чтобы встретить хорошую, красивую девушку, которая бы ему понравилась, ее нужно чем-то привлечь. Чем она ее может привлечь? Ну, естественно, внешним видом, то, что я такой, я там спортом занимаюсь. То есть он, видите, он прилагает какие-то усилия. Может быть, и вам тоже нужно. То есть вы мечтаете, вы не сдавайтесь. Если вы хотите кого-то завоевать, кого-то встретить, может быть, кого-то конкретного, то вы подумайте, что бы этот человек хотел бы, что вы можете ему дать, как его привлечь. То есть как строить отношения дальше. Не действуйте, вам говорят, что все получится. Ирина, подсказки на всех. Ирина с синим кружочком. Я давала подсказки на всех уже сегодня для Ирины в синем кружочке. Так, и скажите мне, это та же самая Ирина или нет? Потому что выше тоже была Ирина. Пожалуйста, послание на всех. Было такое. Если это же Ирина, то были подсказки уже на всех. Света спасибо. Ирина, промотайте, там были все подсказки, потому что сейчас они как, нестыковка будет. Бардак. Перемотайте, были, я давала подсказки. Так, да, пропустила, да, там я прям говорила, Ирина в синеньком кружочке, прям Ирина в синеньком несколько раз говорила. Поэтому промотайте, давайте пока посмотрим на послание из будущего, 10 посланий, сейчас я напишу. Будет, это общий расклад, 10 посланий. Ой, на английском пишу, ой, 10, так, сейчас я переключу тут. 10 посланий из будущего. Можете выбрать, благодарю вас тоже, Ирина, можете выбрать несколько посланий, можете одно, будет 10, просто от единички до десяточки. Циферку можете загадать, будет послание из будущего. Вот. Я тоже загадаю. Тоже что-то хочу. Послание. Доброй ночи всем, Сандра, доброй ночи. У нас сейчас послание из будущего, 10 посланий, общий расклад. Если хотите, можете загадать любую цифру. Кто-то может потом в записи пересмотреть. Смотрим. 10 посланий. Первое. Кто загадал единичку? Тебе не нужно чужое одобрение, чтобы делать то, что нравится. Не бойся быть собой. Видите? Вам не нужно ничего одобрения, будьте собой, все будет супер. Двоечки. Вторая позиция. Ты забыл что-то важное, ты еще успеешь все исправить. Что вы забыли? Что вы забыли? Вспоминайте, нужно это сделать. Может, копию документов, может, еще что-то вы забыли. Ключи дома не забыли, что вы забыли? В общем, не знаю, что-то вы забыли, вы можете все это поправить. Троечки. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он. Действуй! Смотрите, такое послание из будущего. Вам сейчас, троечки, самое время действовать. Не сидеть на попочке своей красивой, а нужно действовать. Сейчас весна, может быть, заняться спортом. Может быть, не знаю, постричься, сменить прическу. В общем, сами решите, да? Четверки. Найди время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. В общем, учитесь переключаться. Хобби для души. Пятерки. Тебе нужно побороть свой страх. Только действие побеждает страх. Боишься — действуй. Что вам страшно? Научитесь просто этому, и все. Страшно какую-то программу изучать, не знаете, получится или нет, просто попробуйте. Шестерки. Шестая позиция. Уделяй сну и отдыху больше времени. Тебе нужно восстановить силы. Отдыхайте. Вам можно спать. Супер. Кто бы мне так сказал, я бы спала и спала. Да еще бы дали выходные, чтобы поспать. Не эти, а дополнительные, потому что этих не хватает, да, как обычно, все в делах. Семерки. Семерки. Выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. Выберите какой-то талисманчик себе. Колечко, браслетик, не знаю, цепочку, брелочек. И подумайте, что вы хотите. Защита, щит. Восьмерки.
Ой, смотрите, мне так нравится этот чубчик у него. Пересмотри свой распорядок дня. Ты много времени тратишь впустую. Смотрите, какой прикольный. Мне нравится он. Мне нравится. Классный. Девятки. Девятки, ты себя недооцениваешь. Прекрати искать причины, по которым ты недостаточно хорош. С тобой все в порядке. Не надо искать причины в себе. Все хорошо. Дело не в вас, а в людях, которые вокруг вас. 10-я позиция. Побалуй себя. Сделай то, что дарит тебе радость. Смотрите, кайфаните, в общем. Кайфаните. Побалуйте себя. В общем, кому нужны подсказки, напоминаю, пишите подсказки на всех, если надо, или просто подсказка. Вот. Кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Эфиры каждую субботу, если что, да, чтобы не пропустить. Так, теперь у нас что? Теперь у нас опять общий раскладик один. Что делать, чтобы неделя была хорошей, что не делать, да? Если только донаты присылаете, скажите, потому что мне не высвечивается эта штучка, которая вау. Ладно, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. 3 варианта будет. Можете выбрать общий расклад. Так, что делать? Первая позиция. Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Так. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно быть в компании, нужно быть среди людей, нужно общаться, наполняться, встречаться с друзьями. Если у вас какой-то корпоративчик, обязательно сходите. Новые знакомства у вас там будут, и хорошо проведете время, как бы вот. То есть будьте в компании. Что не делать? Что не делать? Не планируйте, пожалуйста, сейчас свою карьеру. Как бы и не будьте везде одна или один там, не знаю. Вам нужно, видите, в компании. Вот в компании нужно быть. Не нужно что-то решать, брать на себя ответственность по работе, что я все сделаю, все смогу, там, да. Может быть, даже сейчас не надо говорить о повышении. Хотя на корпоративчике можно было бы обсудить, да. Как бы, ну, наверное, не место, но вот как бы вот. Не нужно быть одной и делать все самой. Вот так я бы сказала. Делайте все в команде, вместе, организовывайте все вместе. Любое дело начинайте вместе, заканчивая его, отмечайте. Вот. Вторая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно много работать, показывать, что вы классный специалист, многому учиться. Работать. Видите, здесь сплошная работа. Погрузиться в работу. То, что вам предлагают по работе, беритесь, рассматривайте эти предложения. Здесь можете, кстати, заработать денежку. Ой, может, у кого-то зарплата на этой неделе будет, наконец-то. Да, тут как бы просто проявляйте себя на работе, хорошим специалистом. Что вам не делать? Смотрите, что вам не делать? Вам не нужно вот на этой самой работе, когда вы проявляете себя специалистом, вам не нужно упахиваться вот до такого состояния, что все, не могу, ползком с работы выползаю. Вам не нужно этого делать. Вам не нужно себя нагружать больше, чем вы можете. Не причиняйте себе боль, не нужно. Знаете, когда нужно остановиться. Третья позиция. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь нужно находить подход к людям, мягко общайтесь с людьми, мягко подход находите, ни с кем не ругайтесь, ни в коем случае. Вы можете мягко сказать свое мнение, ни с кем не ругаясь, как бы говоря о том, что твое мнение тоже важно, но мое мнение такое, как бы каждый остается при своем, все улыбается друг другу, друзья, там как бы все нормально, но каждый при своем. То есть мягкий подход ко всему. Ни с кем не ссорьтесь, не конфликтуйте. Вы можете сейчас найти какое-то дело, где вы можете подзаработать. То есть не только на работе, а еще дополнительный какой-то доход. Это нормально для вас. Вот, как бы вот. И вам энергии дадутся, кстати, на этой неделе энергия будет дана на все, что вы хотите сделать. Поэтому можете много планировать, вы все сделаете. Что не нужно делать? Почему-то здесь не нужно заниматься работой.
Не нужно углубляться сильно в работу. Вот тут еще, знаете, не нужно тратить деньги, я бы так сказала. Потому что здесь вам нужно подумать о том, как вы можете их заработать, общаться, да, с людьми. А здесь не нужно быть одному и не нужно упахиваться. Здесь просто знаете, как вы тратите деньги. Самое главное, потому что здесь нужно искать новые возможности для заработка и общаться, а здесь вы одинокий один и работаете, и ничего больше другого не видите. Вам не нужно, вам нужно искать новый доход. И лучше сейчас деньги не тратьте, как говорят, не складывать яйца в одну корзину, да, вот здесь вам нужен как будто дополнительный доход, может какая-то идея прийти, что-то такое, может у вас уже что-то было, или просто вы можете наладить коммуникацию с людьми, мягко к ним вот относясь, преподнося свою точку зрения, я бы так сказала. Вот, так что посмотрели вообще раскладик, если кому нужны подсказки, пишите подсказка. Я вот на этой колоде дам вам подсказку. Вы только подумайте, пожалуйста, о своем вопросе, на который вы хотите получить подсказку. И просто переложите его на себя. Ответ по подсказке. Вот. Кто-то уже, наверное, пошел спать. Так, общий расклад мы сделали. Я еще вот эту тоже давно колоду не брала, да, про деньги, которые хотела посмотреть. Подсказки можно по работе? Подсказки их. А, я как раз вот эта вот колода про деньги. Ладно, потом посмотрим. Как раз про деньги. Я не знаю, почему сегодня хотела про деньги. Я давно ее не брала. Видимо, как раз вот нужно. Поэтому я ее взяла про деньги. Посмотрим. Вот они, деньги. Ускользают сквозь пальцы почему-то деньги. Кстати, раз я взяла, давайте глянем. Ускользают сквозь пальцы деньги. Где ваши деньги? Ну, одну позицию глянем, да? Где ваши деньги? Ускользают сквозь пальцы. Они ускользают сквозь пальцы. Угу. Здесь нету какой-то коммуникации. Здесь нету равнозначной коммуникации, когда вы понимаете друг друга, когда вы на одном уровне. То есть здесь вы можете терять свои позиции при общении. И с общением связано, со своим представлением. То, как вы себя предоставляете и показываете другим людям. Общайтесь на равных с людьми, короче. Вам нужно быть магнитом. Смотрите, вы магнит для денег. Вот где ваши деньги. Вам нужно быть магнитом для денег. А вы думаете, что другие люди почему-то лучше вас, почему-то вот у них вот так вот. А вам нужно быть магнитиком. Что вам... Ой, блин, столько карт вышло, что вам нужно для этого делать? Вам нужно грамотно планировать, во-первых, свой рабочий день, вообще свое пространство вот это рабочее, свой распорядок дня, свои выходные, то как вы не только работаете, а как вы проводите свободное время. То есть вам нужен план, прям нужно записать на бумаге, может ежедневник нужен, чтобы все это было записано. И вот видите, опять же, про коммуникации вот эти вот, то, что если вы не наладите, видите, вот тут вот у вас неравнозначное общение с людьми. Если вы, видите, вот вы в разные стороны, вы как бы думаете, что вы не понимаете друг друга, что вы разные, да, как мужчина и женщина не понимают, нифига. Вы совершенно одинаковые, вы совершенно достойны друг друга, и не надо там говорить, что вот кто-то хуже, кто-то лучше. Если вы так будете делать, видите, деньги от вас уходят, вы не магнит, вы за ними бежите. Да, вам нужно просто поверить в себя, смотрите, здесь вот общение, коммуникация, просто поверить в себя. Вы по-другому себя будете преподносить, у вас будет, видите, подъем в деньгах. Но вы не забывайте, что чтобы приманивать, смотрите, нужно четкий распорядок дня, на что вы тратите время, даже на отдых. И вот ваши деньги начинают расти, приносить доход. Почему-то много-то карт выходит. Видите, вот весь мир перед вами, как бы вот. Просто зависит от ваших действий, от коммуникации с людьми. Не знаю, почему вот тут вот так вот получилось. Так, давайте сейчас посмотрим. Сейчас, Сандра, подскажу. Я подсказки достану, вы по работе переложите на себя. Подсказки на всех тогда посмотрю. Кому нужны подсказки, просто пишите подсказки и подумайте, о чем вы хотите, да? Так, Сандра, подсказка.
по работе, да, смотрите, развивайте свою интуицию. Вам нужно развивать интуицию. Когда нужно сказать, когда не нужно сказать. Когда нужно спросить, когда нужно. Ну, то есть в нужное время, в нужном месте, нужное слово сказать. Ну, да, как-то подсказки по работе. О, смотрите, здесь несколько вышло. Что бы вам хотелось больше всего, сделайте это, доставьте себе удовольствие. Здесь, в общем, доставить удовольствие. Я не знаю, что вы хотите, но сделайте это. Если хотите новую мышку принести на работу, чтобы кайфануть там, или цветочек поставить, да, для благополучия, то сделайте. Я не знаю, что это такое. Сохраняйте спокойствие. Это лучшее, что можно сейчас сделать. Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте. Кому ежи, здравствуйте, можно подсказки. Сейчас мы для Сандры смотрим. Так, для Сандры подсказка. Не будьте идеальны, будьте собой. Видите? Это значит, что вам не нужно делать так, как делают другие. Вы можете сделать по-своему. В вашем случае так. Для Сандры подсказка. Сделайте это, тебя ждет успех. Это хорошая идея. Срочно берись за дело, удача на твоей стороне. Что-то вам нужно сделать, где вас ждет успех. Видите, какая-то у вас идея есть, хорошая мысль. То есть, ну, сделайте это. Так, Сандра, подсказка, послание из будущего. Ты себя недооцениваешь. Прекрати искать причины, по которым ты недостаточно хороша. С тобой все в порядке. Да, не думайте, что другие могут лучше, чем вы. Не думайте, что кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то знает больше, кто-то не знает. Всему можно научиться. Можно научиться. Да. Так что, Сандра, у вас так. Так, подсказка для кому ежей. Подсказка для кому ежей. Поверьте в свои силы. Поверьте в свои силы. Какие-то возможности открыты. Вам нужно просто поверить в себя, поверить в свои силы, поверить, что все получится. Да. Так что верьте в свои силы. Благодарю, Сандра, вас тоже благодарю. Ну вот. Кто еще не подписался, подписывайтесь. И нажимайте на колокольчик. Эфир у нас пока что по субботам. Пока что. Так пока и будет, я думаю. Пока вы все не уехали на лето. Когда летом все уедут. Спасибо большое, кому уезжаю. Вам тоже спасибо, что на эфирчик зашли. Да. Когда все летом поедут на дачу, вот, все начнут отдыхать. В мае начнутся как раз на майские праздники. Да, на шашлык все поедут. Ну, не все, я не поеду. Вот. Так, ну что, мы общие расклады все посмотрели вроде бы. Подсказки больше никому не нужны, все получили, да? Сейчас посмотрю донатики, то там тоже вроде бы уже все я ответила. Если кто-то захочет донатик, напишите мне. Угу. Все донаты ответила. Если только подсказки кому нужны, пишите. Так, ну что, все, подсказки закончились, никто больше не хочет, все уже все получили. Давайте тогда будем с вами прощаться до следующей субботы. Приходите в следующую субботу, будут также общие раскладики, как обычно, у нас послание из будущего, что делать, что не делать, чтобы неделя была хорошая у вас. Если какие-то хотите еще общие раскладики, то вы мне можете написать где-нибудь там в комментариях под видео, и я эти общие раскладики могу сделать, или видео записать, или мы на прямом эфире, может, с вами сделаем. Посмотрим, как будет лучше, посмотрим. Так что приходите на эфирчики. Всех вас обнимаю, целую, как всегда, да, и встречаемся с вами тогда в следующую субботу, 21:30 по московскому времени. Если что-то изменится, нажмите лучше на колокольчик, там сразу вам придет уведомление, когда я включу эфир, там что может измениться. Ну все, будем заканчивать. Пока!